Собаку к нам привели хозяева, попросили забрать на передержку и пообещали, что как только будет окончено строительство их дома, они обязательно заберут животное и нас отблагодарят за помощь. За девочкой-доберманом нас просили присмотреть всего несколько месяцев, ведь строительство дома, по словам хозяев, походило к завершающей стадии. Собаку мы взяли, с ее владельцем обменялись телефонными номерами. Никто за Зией так и не вернулся, телефон оказался фальшивым, как и адрес, поэтому собака так и осталась на передержке. Мы постоянно пытались найти Зие новых хозяев, но брать взрослого добермана люди боялись, хотя характер у собаки спокойный, она умная и послушная. Собака не выглядела больной, но настроение у нее менялось часто, поэтому было решено показать ее ветеринару. На первом осмотре врач не смог сказать нам, стерилизовали собаку или нет, ведь шва не было заметно, а УЗИ делать не стали. Собаку ветеринар посчитал здоровой, на всякий случай только посоветовал давать ей витамины. Спустя 6 месяцев проблемы с настроением так и остались. В один из дней к нам заехала знакомая, которая 3-й год училась на ветеринара. Узнав о проблеме Дии, она предположила, что у собаки онкология. Мы долго не могли поверить в это, но в конце концов пришлось принять сложившуюся ситуацию. Дее было около 10 лет, внутри не получалось прощупать рубец от стерилизации, а вот опухоли были явно ощутимы, их было много, и после проверки оказалось, что они злокачественные. 4 года ушло на удаление опухолей и сложное лечение, но оно дало результат. Дея стала более активной. Радость была недолгой, вскоре вернулась апатия и плохое настроение. Дею нужно везти на обследование в Пермь, но у нас проблемы с транспортом. 4 часа в электричке в одну сторону собака не выдержит. В качестве временной меры врач назначил пробиотики и гормоны, но как только Дее станет лучше, ее необходимо все же отвезти в клинику на обследование. Дея уже не молода, найти ей новый дом не получится, мы хотим дать ей дожить оставшееся время, не мучаясь от боли.